Всем привет, ребят! Я рад вас приветствовать на нашем канале. Как вы знаете, мы занимаемся ремонтом автомобилей марки Great Wall и Haval. И сегодня у нас будет такой достаточно редкий автомобиль. А почему он редкий? Потому что это Haval H6 с дизельным двигателем. А что мы будем на нем делать? Мы будем менять на нем сцепление. Весь процесс я вам, конечно, не покажу. Забегая наперед, скажу, что на этом автомобиле менять сцепление только с опусканием мотора. Ну, а обо всем остальном я вам расскажу в ролике. Итак, сегодня у нас в гостях Haval, Лаваш, кто как их, короче, называет, H6 с дизельным мотором 4D20. Значит, что мы будем с этим автомобилем делать? Значит, с этим автомобилем у нас следующая задача. Замена сцепления, замена ГРМ, замена приводного ремня. Также надо смотреть топливную аппаратуру, поменять масло там в коробке, в редукторе. Ну и так сказали, говорит, что найдете, тоже желательно устранить. Какие-то мелочные косяки и прочее. Вот. Поэтому сейчас мы будем приступать. Ситуация следующая. Значит, чтобы поменять сцепление на этом автомобиле, надо снять мотор целиком. Вот. Это не самая, в общем, легкая процедура, потому что там мешает угловой редуктор. И дабы его не снимать и не колупать все это безобразие, проще всего, я говорю, снять подрамник, снять мотор. И спокойно уже на полу здесь, грубо говоря, поменять ему сцепление, собрать это все обратно. И все это будет ездить дальше, как и должно, скажем так. Вот. А сейчас мы будем приступать. Дальше тоже там покажем чего-нибудь. Теперь, скажем так, пришла пояснительная бригада по причине того, что почему надо снимать мотор на этом автомобиле, для того, чтобы поменять на нем сцепление. Теперь поясняю. Значит, как мы можем видеть, вот у нас коробка, да? К ней идет вот такой огромный угловой редуктор. И вот здесь у нас также корпус коробки. Можно, конечно, некоторые скажут, а что вы опустите мотор, приопустите мотор, приопустите коробку. Здесь настолько мало места, здесь огромный подрамник. Просто огромный. И настолько мало места, что мы тут будем вывешиваться очень долго. И проще всю эту конструкцию опустить вниз. И здесь уже на коленках, скажем так, менять это сцепление. И очень многие так делают. И, кстати, в заводском мануале об этом то же самое говорит, что снимайте мотор, чтобы поменять сцепление. Есть люди, которые занимались такой порнографией, меняли все это на месте. Через молоток и чью-то там маму, скажем так, мягко. Но это просто нереально здесь, на самом деле, на месте. И занимает очень много времени. Ну, для вас это мгновение, для нас целый рабочий день. На то, чтобы вот в таком виде снять мотор с этого чуда. В общем, сегодня уже все, а завтра начнем мы потихонечку. Нет, не завтра, послезавтра. Завтра у нас здесь не будет. А послезавтра мы начнем все это разбирать. Снимать коробку и менять сцепление. Теперь поговорим немного о сцеплении на этот замечательный двигатель. Сцепление здесь в оригинале шло только люковское и никакого другого. Здесь у нас стоит двухмассовый маховик. И поэтому у них здесь другое сцепление. Вот этот комплект мы заказывали человеку из Китая. Он заранее заказал, да? Вот в таком виде у нас идет выжимной подшипник. Он гидравлический здесь. Значит, как вы можете видеть, да? Вот здесь подключается у нас трубка с тормозной жидкостью. Он гидравлический, то есть полностью. Теперь здесь у нас сам диск. Естественно, он отличный от H5 и прочих. То есть здесь идет другое сцепление. И диск сам по себе другой, и корзина другая.
Корзина здесь вообще интересная достаточно, да, вот видите, у нее такая интересная форма. Вот. Тоже такие комплекты мы под заказ возим, в наличии я их никогда не держу, потому что, в принципе, таких автомобилей было не сильно много. Продавалось в России, в основном это были бензиновые 1,5-литровые версии, там вообще свое сцепление идет. Вот. Но я и на тех тоже не держу. Этих машин, говорю, крайне мало в стране у нас, поэтому держать в наличии такие вещи. Может быть, конечно, я и как-нибудь и привезу пару комплектов, пусть лежат. Потому что бывает, иногда спрашивают. С маховиком сейчас мы посмотрим, мы разберем, когда отсоединим коробку от двигателя, мы посмотрим, что там у нас с маховиком, все ли там с ним нормально. Но раз хозяин не жаловался на какие-то трески, дребезги и прочее, я думаю, что там никаких проблем не будет, и мы спокойно все это соберем и воткнем назад. Ну, собственно, вот по итогу коробка снята. Вот это вот так вот все выглядит. Все это безобразие. Ну, выжимной поднабило. Ничего удивительного как бы. Но здесь уже и корзину так подзасадило. Ну, критичного ничего нет, но хозяин жаловался на грохот. Ну, собственно, вот он, откуда грохот и был. Ну, сейчас быстренько меняем, все это собираем. И будем все это выдружать обратно. Также попутно, пока мотор снят, мы заменим ролики приводного ремня и поменяем ремень ГРМ. И еще, естественно, надо будет поменять, хозяин попросил приводной ремень, но на версии именно Haval H6 ремень немножко другой. Я пока не могу понять, с чем это связано, если честно. Конструктивно вроде он ничем не отличается от H6, но ремень здесь идет другой. Он несколько длиннее, чем на Hover H6. Я так понимаю, что где-то ну, какая-то конструктивная особенность есть. Пока я вот не могу понять. Вроде все так же стоит. Но почему ремень длиннее? Хотя вот это место немножко, по-моему, все-таки отличается от того, что на Ховере H6. Кронштейн немножко другой формы. Вот, наверное, из-за этого здесь все это и происходит. Муфта обгонная чувствует себя нормально, в принципе, без особых. Хотя вот немножко она подклинивает. Но я думаю, не критично, еще пока поездит. Да и генератор здесь снять на этом автомобиле куда удобнее, чем на Ховере, на том же самом. Фронт работ нами выполнен. Автомобиль уехал, хозяин ездит сейчас, говорит, все нормально. Что из проблем было? Мы забыли заправить кондиционер. Так как кондиционер надо было отсоединять, мы забыли заправить кондиционер. Тут грешны, не спорим. По запарке, я говорю, работы много, просто вылетел из головы. Ладно, не суть. Что еще было? Вот вроде мотор 4D20D. Он ставился и на предыдущем поколении, на Hover H6, и на этом поколении он ставится. Но хозяин как бы закупал запчасти с нами в совместную закупку. И получается как? По оригинальным номерам, партномерам, ролик должен быть такой. У него же стояли с завода, это заводские ролики стояли, их никто не менял никогда. С завода у него стояли другие ролики. Они меньше. То есть ремень, который должен туда надеваться, по-моему, 6ПК 1767, что-то такое, или 1742, сейчас не вспомню просто. Он туда банально тупо не налезает. То есть где-то какую-то конструкцию китайцы поменяли, а каталог с партномерами не удосужились приложить. И в итоге, получается, мы ставим новые ролики, которые больше в диаметре миллиметров на 5. И происходит такая ситуация, что мы банально не можем натянуть уже тот ремень. А хозяин нам сказал о том, что ремень он подбирал. Он его уже менял, и ремень он подбирал. У него уже ставил 6ПК 1835, по-моему. В итоге, когда мы поменяли ролики, у нас
его ремень уже не налезал. Пришлось, значит, покупать ремень больше, 6 ПК 1860, по-моему. Потому что мы перебрали там 3 или 4 ремня, короче, которые до тех пор, пока у нас он не налез нормально и не встал по-человечески. И поэтому, значит, ситуация такова, что да, мы все это собрали, заодно попутно он попросил поменять ему ГРМ, поменяли. В чем весь геморрой в этой ситуации? А геморрой в этой ситуации только в том, что вот это все надо опускать вниз. Да, можно, я говорю, как я уже говорил в ролике, что отсоединить угловой редуктор, там через мучения и прочее опускать этот мотор, ребята, поверьте, это еще больше геморрой и занимает еще больше времени. Люди тогда только коробку 3 дня снимали таким макаром. Хотя я им сразу сказал, я говорю, скидывайте мотор, просто на пол скидывайте его и делайте все на полу. Как-то вот так. Ну а на этом все. Если вам понравилось это видео, ставим лайки, пишем комментарии, подписываемся на канал. Всем всегда рад. Всем всего хорошего. Пока-пока.